Сегодня мы с вами будем готовить меню на праздничный стол. Эти блюда идеально подойдут на новогоднее застолье 2025 года. Я подобрала самые легкие в приготовлении рецепты и в том числе очень вкусные и доступные по бюджету каждому. Это будет и горячее, и гарнир, в том числе салаты и очень вкусные и оригинальные закуски. И первым рецептом я хочу поделиться с вами. Это вот такие фаршированные крабовые палочки. Давайте приготовим вместе. Нам понадобится немножко укропа, вареные яйца 4 штуки, 1 плавленый сырок и примерно штучек 5 крабовых палочек. Все натираем на мелкую терку. Крабовые палочки можно чуть побольше, поскольку их неудобно тереть на вот такую самую мелкую терочку. Добавляем свежего укропа немножко и столовую ложку майонеза. Майонез я готовила сама. Рецепт вы можете посмотреть на моем YouTube канале. Майонез получается очень вкусный, очень густой. Я всем рекомендую попробовать этот рецепт. Дальше вот так вот разворачиваем крабовые палочки и начинаем потихоньку их начинять. Примерно 1 столовую ложечку нужно. И разглаживаем. Заворачиваем все это дело. С 2 сторон можно немножко добавить начинки, для того, чтобы лучше клеился наш укропчик здесь. Вот так вот с 2 сторон обмакиваем. И так с каждой палочкой. Раскручиваем, начиняем и готово. Посмотрите, как красиво и оригинально выглядит. А на вкус невероятно просто. Из оставшейся начинки мы сделаем еще одну закуску. Обмакиваем ручки водой, чтобы не липло к рукам. И катаем вот такие шарики. Дальше мне понадобятся вот такие шпажки. И у меня есть очень вкусные фаршированные крем-сыром оливки. Закуска готова. Дальше готовим очень вкусный и легкий в приготовлении рулетик. Мы берем вот такой почеревок. И если я неправильно назвала эту часть,
Напишите, пожалуйста, в комментариях. Дальше мне понадобится пару зубчиков чеснока, 2 столовые ложки горчицы, 1 столовая ложка меда, примерно 50 грамм соевого соуса, специи по вкусу. Я взяла перец и куркуму. Примерно 1 столовая ложка растительного масла и чайная ложка соли. Перемешиваем все это. Дальше нам нужно смазать все это и заворачиваем в рулет. Желательно все стороны должны быть смазанными. Для запекания рулета мне понадобится вот такая форма и фольга. А также поверху смазываем маринадом. Я заворачиваю рулет в фольгу полностью, ставлю формочку и оставляю примерно на 2 часа для маринада. После чего я ставлю в духовку на 1,5 часа на 180 градусов. И как только время выйдет, я достаю рулет и открываю полностью фольгу. И немножко даю еще минут 10 запечься для того, чтобы была вот такая румяная корочка. Рулетик готов. Вам не передать, какой он невероятно ароматный и очень-очень вкусный. Дальше мы будем готовить другую закуску. Нам нужно яйца натереть на мелкую терку. Дальше плавленый сырок. 1 штука нам понадобится. Дальше куриную грудку я разрываю на такие вот волокна, а потом нарезаю мелко. Следующим в закуску должен быть майонез, но я его заменила на вот такой плавленый сыр. Он немножко с беконом. Получается очень вкусно и даже лучше, чем было с майонезом. Всем советую попробовать именно с плавленным сыром. Перемешиваем все тщательно. Дальше нам понадобится натереть на мелкую терку морковь вареную. И дальше формируем наши закуски. Немножко отжимаем вареную морковь, разглаживаем на пищевой пленочке и примерно 1 столовую ложку начинки в серединку. Заворачиваем все это вот так вот осторожно. И в центр ложим такой вот хвостик из лука. Вот такие получаются очень милые и вкусные мандаринки. Это очень вкусная закуска. Следующим готовим салатик, вареную кукурузку, измельчаем мелко яйца, крабовые палочки, зеленый лук следующим будет и огурец. Если у вас есть другие идеи приготовления очень вкусных салатов на праздничный стол, либо закусок, вы можете оставить рецепты в комментариях.
конце нужно добавить немножко укропа свежего. Немножко перемешиваем это все и добавляем майонез. Майонез я готовила сама, буквально за 1 минуту. Майонез, посмотрите, какой получается густой, очень вкусный. Добавляем 2 столовые ложки майонеза и перемешиваем. Салатик готов. Следующая будет закуска. Вот такой шпинатный рулет с семгой и крем-сыром. Готовится легко. Для шпинатного бисквита нам понадобится 3 яйца. Яйца разделяем отдельно на белки и желтки. Яйца должны быть комнатной температуры. У меня есть немного мороженого шпината. Я добавляю примерно 60 грамм замороженного шпината, а также свежего. И перебиваем все блендером. Вот такая должна получиться у нас масса. Немножко добавляем соли и 50 грамм муки. Вымешиваем тщательно, чтобы не было комочков. Следующим этапом нужно взбить белки. Должна получиться вот такая консистенция. Понемножку добавляем к шпинату и перемешиваем, чтобы белки не забились. В 2-3 приема нужно добавить белки к желткам. Выкладываем тесто на пергамент и ставим выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов. Примерно минут 10 нужно печь. Шпинатный бисквит у меня остыл. Нам понадобится крем-сыр Филадельфия. У меня 200-граммовая пачка. Я использую полностью всю пачку. Дальше понадобится красная рыбка. Нарезаем вот такие слайсы и заворачиваем рулет. Обязательно заматываем все в пищевую пленочку и ставим примерно на 1 час в холодильник, чтобы стабилизировался рулет и можно было с легкостью его нарезать. Время прошло, рулет готов. Нарезаем его на вот такие части и подаем к столу. Посмотрите, какая красивая у нас получилась закуска. И в то же время она невероятно вкусная. Дальше мы приготовим вот такой вкусный хрустящий картофель. Для этого мне понадобилось 500 грамм картофеля, 2 зубчика чеснока измельчила и немножко укропа по желанию, 50 грамм растительного масла, перец с куркумой по вкусу,
чайная ложечка соли и перемешиваем все. Выкладываем на деко и выпекаем при температуре 180 градусов примерно 25 минут. Картофель получается очень хрустящим, ароматным и невероятно вкусным. Желательно подавать этот картофель с каким-нибудь соусом. Посмотрите, какой красивый получился картофель. Следующим мы приготовим вот такой легкий салатик. Мне понадобится микс зелени, вот такой у меня есть сыр фета и немножко вяленых помидор. Выкладываем по кругу. Сделаем вот такой веночек. Следующей будет красная рыбка. Томаты черри. Можно взять любые оливки по вкусу добавить. Зеленые либо черные. Дальше берем вот такую половинку лимона либо лайма. У меня лайм. И выжимаем. Следующим нам понадобится терияки соус. Я его переложила в вот такой кондитерский мешок. Очень удобно его отсаживать. И немножко посыпаем жареным кунжутом. Салатик получается очень полезным, праздничным и вкусным. Всем советую попробовать этот рецепт. Если у вас есть другие идеи приготовления вкусных салатов, напишите, пожалуйста, в комментариях. И в конце мы сделаем тарелку с нарезкой. У меня вот такой сыр камамбер. Нарезаю на такие части. Ставлю его по центру. Дальше у меня колбаска фуета. Нарезаем на вот такие части. И выкладываем. Выкладываем черри. Немножко хамона добавляем. Либо это может быть другая нарезка мясная. Огурчик. Также вы можете добавить и свежую паприку, все по вашему желанию. Либо что завалялось в холодильнике, можно так сказать. Вот такая у нас получилась красивая тарелочка с закусками. Дорогие друзья, всех хочу поздравить с наступающим Новым годом и пожелать нам всем крепкого-крепкого здоровья, семейного благополучия, достатка. И пусть этот Новый год принесет радость нам и нашим детям. И самое главное, чтобы мир был на нашей земле. И хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы ставите лайки, подписываетесь и смотрите мои видео. Я всем очень благодарна. Спасибо вам большое.